Тутберидзе не махнула рукой на Косторную. Этери бьется за карьеру взбалмошной фигуристки. В «Хрустальном» по-прежнему верят в Алену и предоставляют ей равные шансы. Иначе бы новые программы фигуристки никто не поставил. Возвращение к Этери Тутберидзе не избавило Алену Косторную от прежних проблем. Называя вещи своими именами, в данный момент чемпионка Европы, аутсайдер «Хрустального». Пожалуй, среди всех 7 претенденток на олимпийскую путевку именно ее сложнее всего представить в Пекине. Многие болельщики возлагают вину за неудачи чемпионки Европы на тренерский штаб Тутберидзе. Мол, специалисты до сих пор не могут простить Косторной необдуманный переход к Плющенко и обидные слова, брошенные им вслед. Но поступки тренерского штаба это полностью опровергают. Тутберидзе, наоборот, отчаянно бьется за карьеру Косторной и делает для своей характерной ученицы все. Даже больше, чем стоило бы. В «Хрустальном» прислушиваются к Косторной. После возвращения Косторной в «Хрустальный» Тутберидзе прямо сказала, что фигуристке придется принимать все условия, которые поставят ей тренеры. Теперь Алена не сможет возмутиться, что ей не нравятся программы или мешают дети на льду. Звучало это довольно жестко, но на деле Тутберидзе оказалась куда лояльнее. В «Хрустальном» не стали совсем игнорировать пожелания упрямой фигуристки. Косторной пошли навстречу и поставили программу под музыку, которую она хотела. В короткой программе Алена получила блюз, о котором давно мечтала, а в произвольную из прошлого сезона перекочевали времена года Вивальди. Мы обсуждали, что в олимпийский сезон Алена будет катать Вивальди еще 2 года назад. Ну кому, как не Алене? К тому же она сама просила это катать, рассказывал Даниил Глейхингаус. В тренерском штабе даже закрыли глаза на то, что под времена года Алена уже каталась при Плющенко. Сказать, что фигуристку после побега из группы не ставят вообще ни во что, нельзя. В «Хрустальном» хотят, чтобы Косторная выступала на высшем уровне. В конце концов, тренерам и самим невыгодно, чтобы Алена проваливалась и портила репутацию лучшей группы страны. Программа под Вивальди изначально была ошибкой. Однако программы, поставленные под музыку, выбранную Косторной, вышли неудачными. Фигуристка их попросту не чувствует. В блюзовой короткой катание Алены полностью перебивал мощный вокал. Девушка оставалась в тени музыки, поэтому постановка выглядела слабо. В произвольной же Косторная совсем не справлялась с темпом. Алена еще не в той форме, чтобы осилить великое произведение Вивальди и не потеряться под его натиском. Ну и не стоит забывать, чем закончился для фигуристки первый прокат под времена года. Премьера программы под эту музыку в финале Кубка России ознаменовала полный провал скандального трансфера. Алена упустила шансы на чемпионат мира и сквозь слезы сказала Евгению и Сергею Розанову: «После сегодняшнего завтра уже не будет». Возможно, именно тогда Косторная осознала, какую ошибку допустила, уйдя от Тутберидзе. Вряд ли Алена смогла вычеркнуть из памяти тот душераздирающий прокат. Ведь он стал символом ее рокового решения, чуть не стоившего карьеры. Музыка Вивальди заставляет Косторную переноситься в безрадостное прошлое, что мгновенно отражается на катании Алены. Оставить ее на олимпийский сезон изначально было ошибкой. Смена обеих программ стала верным решением. Если бы Тутберидзе была безразлична карьера Косторной, то она могла бы закрыть глаза на то, что программы у спортсменки не идут. Тренерский штаб мог не растрачивать свои силы и просто переложить ответственность на Алену, которая сама же и выбрала себе эту музыку. Но в «Хрустальном» бьются за взбалмошную фигуристку и вовсе не махнули на нее рукой. После Финляндия Трофи тренеры предложили сменить Косторной обе программы. И фигуристка с ними спорить не стала. Нью-Йорк, который изначально готовился для показательных выступлений, специалисты решили перенести в короткую программу. А на смену временам года Вивальди пришла Лавли Билли Айлиш. С этой постановкой Алена каталась в межсезонье на шоу Тутберидзе. Первый же турнир показал, что сменить программу было самым верным решением. В постановке Нью-Йорк мы наконец увидели проблески прежней Косторной. В глазах Алены появилась уверенность,
а элементы она исполняла четко и хладнокровно. После прыжков фигуристка позволила себе оторваться. Косторная выдала эмоциональную дорожку шагов, а в ее глазах загорелся огонек. Такой Алену мы не видели очень давно. После проката фигуристка была явно довольна собой. Произвольную Косторная откатала послабее, но программа под Билли Айлиш уже смотрится намного лучше, чем времена года. Алена тонко чувствует эту музыку и вкладывает в нее душу. Не сбивают фигуристку даже ошибки. Косторная не упала духом после помарки на тройном акселе, как это было в Финляндии. Девушка продолжила выкладываться на максимум и чувственно исполнила программу до самого конца. Алена доказала, что ей гораздо лучше даются постановки под современную музыку. Они ближе фигуристке, поэтому она вживается в них без труда. С одной стороны, мне музыка Вивальди как классика нравилась. Но с другой, Лавли мне более понятно, признавалась фигуристка. В «Хрустальном» понимают, что в олимпийский сезон надо использовать самые сильные стороны фигуристов. Если бы Тутберидзе не рассчитывала на Алену, то судьба ее постановок была бы ей безразлична. Было бы куда проще списать безликие прокаты на взбалмошный характер Косторной. Но с фигуристкой работают и дают ей равные возможности. Теперь у Алены, как и у других учениц «Хрустального», есть программы, в которых она чувствует себя уверенно. А дальнейший успех фигуристки зависит только от нее самой. Косторная пожинает плоды перехода от Тутберидзе к Плющенко. Выступление Алены Косторной в короткой программе на этапе Гран-при в Канаде оставило противоречивые чувства. Чемпионка Европы презентовала новую стильную постановку, прыгнула короной тройной аксель и обошлась без грубых ошибок. Однако оценили прокат Косторной аж на 10 баллов ниже ее же мирового рекорда, установленного 2 года назад. Похоже, яма, в которую Алена упала после перехода к Плющенко, оказалась слишком глубокой. Этери Тутберидзе отчаянно старается помочь своей ученице выбраться на прежний уровень. Косторная чуть не загубила карьеру у Плющенко. Спад, который произошел у Косторной, вряд ли обусловлен каким-то одним фактором. Тут и усилившаяся конкуренция, и возраст. Все-таки Алена самая старшая в «Хрустальном». Но решающее значение имел спонтанный и импульсивный переход к Евгению Плющенко. В «Ангелах» фигуристка боролась с травмами и последствиями пубертатного периода, буквально сдавая на глазах. Потеря тройного акселя, метание с программами и минимум соревновательной практики привели к тому, что Алена провела худший сезон в карьере. Она не только растеряла форму, но и исчезла с радаров иностранных судей. По сути, Косторная сломала себе карьеру одним решением. Возвращение к Этери Тутберидзе не гарантировало ей решение всех проблем. В «Хрустальном» Алена начала все с чистого листа. Фигуристка старалась обуздать свой характер и дисциплинированно выполнять все указания тренеров. Но из-за побега к Плющенко было упущено слишком многое. Ее авторитет у арбитров на международной арене заметно снизился, а отвоевывать его при нынешней конкуренции невероятно тяжело. Для Тутберидзе возвращение в группу Косторной – это не только акт милосердия, но и серьезный профессиональный вызов. Уже сейчас Этери Георгиевна изо всех сил старается реабилитировать Алену.